Вы на канале «Горизонт событий». Планета меняется быстрее, чем мы успеваем за ней следить. Сегодня 31 мая, и прямо сейчас вы увидите главные природные аномалии, катаклизмы и чрезвычайные происшествия, которые потрясли мир за последние 24 часа. Мощный селевый поток и оползни блокировали район Бахче в турецкой провинции Османия. Накануне в результате внезапных экстремальных ливней регион столкнулся с масштабным стихийным бедствием. Обрушившиеся на горные районы потоки воды спровоцировали сильные сели и сход грунта. Грязевые массы, увлекшие за собой тонны камней, булыжников и обломков деревьев, хлынули с возвышенностей прямо на жилые кварталы и автомагистрали. В эпицентре катастрофы оказались населенные пункты Юкары-Кардережи и Ашагы-Кардерези, где сошедшие селевые потоки перекрыли и разрушили сельские дороги. Десятки местных жителей оказались отрезанными от внешнего мира и заблокированными в своих домах. Для их спасения экстренные службы были вынуждены задействовать строительную технику. В самом центре Бахче, в районе Ешель-Юрт, из-за затопления подземных переходов и улиц, в водяных ловушках застряли десятки легковых автомобилей. Еще более драматичные кадры приходят с окраин района, где бушующий поток смыл и увлек за собой в русло реки 6 припаркованных фур. К счастью, по официальным заявлениям местных властей, человеческих жертв удалось избежать. В регионе объявлена тотальная мобилизация сил управления водного хозяйства, муниципалитетов и спасателей. Спасатели в круглосуточном режиме расчищают завалы, откачивают воду и пытаются освободить заблокированные трассы от тонн принесенной селем жидкой грязи. В Хабаровском крае за 2 дня до наступления календарного лета выросли сугробы. Причиной стал арктический циклон, пришедший со стороны Охотского моря. Стихия принесла резкое похолодание, шквалистый ветер и обильные осадки. Основной удар стихии приняли на себя Солнечный и Ванинские районы, а также поселок Горный. Местные жители, которые еще неделю назад ходили в футболках, вынуждены одевать зимнюю одежду. Из-за штормового ветра до 23-27 метров в секунду видимость на дорогах упала до минимума, а трассы и горные перевалы мгновенно замело. Помимо дорожного коллапса, тяжелый мокрый снег создал угрозу для электросетей. Из-за рисков обрыма и перехлёста линий электропередач под тяжестью осадков энергетики были переведены в режим повышенной готовности. Непогода ударила и по сельскому хозяйству, заставив дачников срочно защищать посадки от заморозков. Ближе к полудню майское солнце начало брать свое, и в поселке Солнечный снежный покров практически полностью растаял. Однако на северных окраинах региона и горных перевалах последствия ледяного дыхания Арктики ощущаются до сих пор. Сильный паводок сковал сразу несколько населенных пунктов в Томской области. Хлынувшая вода начала затапливать жилые участки и разрушать транспортную инфраструктуру. Одна из самых сложных ситуаций сейчас разворачивается в пригороде областного центра. Под воду стремительно уходит населенный пункт Зональная станция, где местные жители вынуждены спасать свое имущество из подтапливаемых дворов. Стихия нанесла серьезный удар и по дорожной сети региона. Из разрушения дамбы местного озера произошел подмыв и провал дорожного полотна на 7-м километре автомобильной трассы Томск-Мирный-Межениновка, прямо в черте поселка Мирный. В данный момент движение транспорта на этом направлении перекрыто для всех видов транспортных средств. Для водителей организован альтернативный маршрут объезда, который пролегает через автомобильную трассу Томск-Аэропорт. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению дороги. Мощный, необъяснимый взрыв не на шутку напугал жителей сразу нескольких штатов Новой Англии. Экстренные службы Массачусетса и Род-Айленда буквально разрывались от шквала звонков. Жители Бостона, Провиденса и десятков соседних округов сообщили об оглушительном грохоте. Сила воздушной волны была такой мощной, что в домах массово задрожали стены, зазвенели стекла, а домашние животные в панике метались по комнатам. В социальных сетях мгновенно начали распространяться слухи о разрушительном взрыве на промышленном объекте или о внезапном землетрясении. Ситуацию прояснили ученые.
Геологическая служба США заявила, что сейсмографы не зафиксировали никаких подземных толчков. Тряска, которую почувствовали люди, имела совершенно другую природу. Представители НАСА и Американского метеорного общества сообщили, что виновником паники стал крупный космический болид диаметром около 1 метра, который на скорости порядка 120 тысяч километров в час вошел в плотные слои атмосферы в районе границы Массачусетса и Нью-Гэмпшира. На высоте около 60 километров из-за колоссального давления метеор взорвался. Энергия взрыва оказалась эквивалентна детонации 300 тонн тротила. Именно этот мощнейший взрыв породил ударную волну, которая докатилась до Земли и вызвала сильную вибрацию зданий. Метеорологические спутники зафиксировали яркую световую вспышку над регионом, хотя из-за дневного времени суток многие увидели лишь ее финал. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений на Земле. Объект полностью сгорел в небе, а возможные мелкие обломки, скорее всего, упали в Атлантический океан. Мощная песчаная буря, вызванная сильным западным возмущением, накрыла вчера штат Раджастхан. Стихия ударила по региону сразу после того, как столбики термометров перешагнули отметку в 45 градусов Цельсия. Раскаленный воздух столкнулся с холодным фронтом, из-за чего образовался гигантский песчаный вал. Шквальный ветер, скорость которого в порывах достигала 90 км в час, за полчаса полностью парализовал дорожное движение на ключевых дорогах Раджастхана. В округах Чуру и Биканер зафиксированы массовые разрушения. Ураганный ветер поломал деревья, сорвал металлические крыши из жилых домов и повалил десятки опор линий электропередач. Сразу после прохождения песчаной стены на Лун-Карансар и Ратангарх обрушился шторм с сильной грозой и крупным градом. Прохождение ливня снизило температуру воздуха сразу на 8 градусов. Из-за разгула стихии сотни деревень остались полностью обесточены. Метеорологи объявили красный уровень опасности, так как штормовой фронт движется в сторону столичного региона Дели. Пока в центральных районах Якутии и в самом Якутске температура достигает 19 градусов тепла, северо-западные окраины республики и арктическое побережье оказались во власти мощного холодного фронта. По сообщениям якутских синоптиков, температура воздуха в эпицентре непогоды рухнула до -2 градусов, превратив весенний дождь в затяжной снегопад. Жители отдаленных поселков активно делятся кадрами, на которых майская зелень скрывается под плотным слоем свежего снега. Ситуацию в регионе серьезно осложняет шквалистый ветер. Его порывы в районе Нижней Лены и на побережье Арктики достигают 20 метров в секунду, из-за чего на местных автодорогах образовались заносы и упала видимость. Дополнительный удар стихия нанесла по речной навигации. Проходящий ледоход в условиях штормового ветра сорвал с якорей и унес по течению около десятка судов. Главное управление МЧС настоятельно призывает водителей отказаться от дальних поездок, поскольку большинство автомобилистов уже сменили резину на летнюю. По прогнозам метеорологов, ледяное дыхание Арктики задержится в регионе еще на сутки, после чего циклон начнет ослабевать, уступая место долгожданному летнему теплу. Чрезвычайное происшествие на одном из самых популярных курортов Турции едва не закончилось масштабной трагедией. В Эгейском море вблизи города Мармарис прямо во время туристической экскурсии затонуло огромное прогулочное судно Big Boss Diamond. Этот корабль, выполненный в пиратском стиле, местные компании часто позиционировали как самую большую туристическую лодку в регионе. На его борту в момент крушения находилось около 148 человек. Во время движения возникла неисправность, из-за чего деревянный корпус начал стремительно заполняться водой. Капитан направил судно ближе к берегу, на мель, параллельно подав сигнал бедствия. К счастью, на призыв о помощи моментально откликнулись другие гражданские катера, находившиеся поблизости, а также оперативно подоспели спасательные команды турецкой береговой охраны. Все находившиеся на борту люди были благополучно доставлены на сушу. Местная прокуратура и портовые власти Мармариса уже начали расследование инцидента.
турецкой провинции Хатай вспыхнула новая волна разрушительных наводнений, вызванная сильными ливнями и градом, которые обрушились на восточное побережье Средиземноморья. Ситуация в регионе, едва восстанавливающемся после разрушительного землетрясения, снова стала критической и заставила экстренные службы работать в режиме наивысшей готовности. Основной удар стихии пришелся на районы Дёртьёл, Хассе и Дефне. В Дёртьёле из-за экстремальных осадков вышла из берегов река Деличай. Бурные потоки воды хлынули в жилые кварталы, затопили первые этажи зданий, размыли дороги и буквально смыли десятки припаркованных автомобилей. В Дёртьёле зафиксировано 38 крупных подтоплений и еще 16 в Хассе. Потоки грязи и камней заблокировали основные дороги, разрушили мосты и дорожное полотно. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Благодаря своевременному оповещению населения удалось избежать человеческих жертв, однако инфраструктуре провинции нанесен колоссальный материальный ущерб. Жители пострадавших районов активно призывают правительство объявить Хатай зоной стихийного бедствия. Ситуация в регионе остается напряженной, так как метеорологи прогнозируют продолжение затяжных дождей на юге страны. Настоящая зима нагрянула в субботу на курорт Красная Поляна, где на высоте выше 2000 метров над уровнем моря неожиданно прошел снегопад. Несмотря на то, что горнолыжный сезон завершился еще в начале месяца, капризная майская погода решила преподнести туристам сюрприз, укутав горные вершины свежим белым покрывалом и опустив температуру до около нулевых отметок. Пока в горах Сочи лепили снеговиков, на остальную территорию Краснодарского края обрушился мощный арктический циклон, из-за которого Краевой гидрометцентр продлил штормовое предупреждение. На сам Краснодар и ряд районов Кубани обрушились интенсивные грозы, сопровождавшиеся шквалистым ветром и крупным градом. Местные жители сообщают, что ледяные осадки за несколько минут покрыли дворы и дороги плотным слоем, а местами сильные ливни вызвали локальные подтопления низменных участков улиц. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия разгула стихии. Внезапное наводнение обрушилось на округ Кок в штате Теннесси. По данным Национальной метеослужбы в Морристауне, сильный ночной шторм за несколько часов принес в регион от 76 до 127 миллиметров осадков. Основной удар стихии пришелся на северо-восточные районы округа. Уровень воды в некоторых местах поднялся до 2,5 метров, затопив при этом дома, повредив мосты и автомобили. К сожалению, наводнение привело к трагедии. Стремительный поток унес женщину прямо от ее машины возле дома в ее собственный день рождения. Спасательные службы округа совместно с волонтерами провели эвакуацию людей на лодках и грузовиках из затопленных зданий. Из-за разгула стихии Департамент транспорта Теннесси временно перекрыл трассу штата 160 и ряд других дорог. Жители региона призывают сохранять предельную осторожность и ни в коем случае не пересекать затопленные участки дорог на автомобилях. Пылевой вихрь обрушился на поселок Лакома на севере Греции. Инцидент произошел на территории местного картодрома. Вихрь сформировался при абсолютно ясном небе из-за экстремального нагрева асфальтового покрытия трассы и сухой почвы под палящим солнцем. Горячий воздух устремился вверх, образовав крутящуюся воронку, которая затянула в себя пыль, защитные тенты, пляжные зонтики и пластиковые ограждения трека. На кадрах очевидцев видно, как испуганные посетители и персонал спешно бегут в укрытие. Несмотря на пугающий вид и хаос на площадке, полевой дьявол быстро потерял силу и рассеялся. Капитальные строения не пострадали, а сам инцидент обошелся без травм. Мощная грозовая система обрушилась на западные и северные регионы Германии. Наиболее сильный удар стихии пришелся на федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия. По данным немецкой метеослужбы, выпало от 30 до 40 мм осадков. Шквалистый ветер сопровождался крупным градом размером более 2 см. В низинах уровень воды поднялся настолько, что движение автомобильного транспорта и пригородных поездов было полностью остановлено. Сильные порывы ветра повалили деревья на проезжую часть и линии электропередачи, оставив без света тысячи жилых домов. Непогода заставила организаторов отменить массовые уличные мероприятия.
Садоводы и владельцы тепличных хозяйств региона заявляют о колоссальных убытках, поскольку град и сильный ветер уничтожили открытые посадки декоративных культур и повредили остекление крупных питомников. Синоптики предупреждают, что грозовой фронт продолжит смещаться вглубь страны, поэтому угроза подтоплений и шквалов сохраняется для центральных и восточных регионов Германии. Французские департаменты Верхней Альпы и Альпы Верхнего Прованса стали эпицентром разрушительных грозовых фронтов. После рекордной волны зноя, когда столбики термометров по всей стране преодолели исторические максимумы, а температура превышала норму на 15 градусов, раскаленный регион накрыл мощный грозовой фронт. За несколько часов здесь зафиксировали более 3000 ударов молний. В некоторых коммунах, таких как Алос, Ля-Рош-де-Арно и Сенес, интенсивные электрические разряды вызвали массовые отключения электроэнергии. Однако главный урон местным жителям нанес град. Как сообщает региональная метеослужба, к югу от города Систерон, а также в селении Шатанев-Валь-Сен-Дани, сильный шквал швырял на землю ледяные снаряды диаметром до 5 сантиметров. Стихия устроила настоящую бомбардировку, за полчаса превратив цветущие весенние пейзажи в ледяную пустыню. Потоки талой воды и льда затопили улицы и подвалы домов. В ряде населенных пунктов под тяжестью льда обрушились крыши общественных зданий. Фермеры Южных Альп заявляют о полном уничтожении зерновых культур, садов и виноградников. Местные власти ввели чрезвычайный режим в пострадавших районах.